Голубика, как известно, любит кислую почву, кислую среду для развития корневой системы, микоризы. Поэтому, когда мы покупаем верховой торф, надо убедиться, что там приемлемая pH среда для голубик. И когда мы идем в хвойный лес собирать микоризу, опад, надо убедиться, в общем, что эта почва пригодна для голубики будет. Поэтому я приобрел тест на проверку pH кислотности. Здесь присутствует вот такая ампулка и шкала тест от 5 до 8. Естественно, с инструкцией. Что для этого нужно? Для этого нужно нам пол-литра воды, кипяченой, охлажденной, и почва. Это перепревший опад с хвойного леса. Сейчас положим 6 ложек столовых и оставим минут на 15 настаиваться. Вот так вот положим вместе с палочками, все дела. Потом все равно надо будет процеживать. Сейчас это все хорошенько намешаем, на 15 минут оставим настаиваться, а потом процедим через марлю, через ваточку и проведем тест. Голубика, как известно, отличается от прочих ягодных культур требованием к почве. Оно является семейством вересковых и требует кислой почвы. Желательно в диапазоне от 4 до 5,5 pH. Но когда pH выше, превышает значение 5,5, часто возникает железный хлороз. Если показатель опускается ниже 4,8, повышается токсичность марганца, также железа, алюминия и тому подобное. И в любом случае голубика развивается плохо. Хочу сказать также, в усвоении азота голубикой pH почвы также играет важную роль. Нейтральные почвы способствуют нитрификации. Нейтральные почвы и почвы с высоким уровнем pH способствуют нитрификации, быстрому превращению аммонийного азота в нитраты, так сказать, под действием нитрифицирующих микроорганизмов. Но, однако, в кислой почве преобладает аммонийная форма азота, которая для голубики легко доступна. Например, при применении органического удобрения с медленным высвобождением азота он сначала переходит в аммоний, а в нейтральной почвенной среде он превращается в нитраты и вымывается из корневой зоны. В кислой же среде он остается в желательной форме и сохраняется в почве в доступной для поглощения форме. Но наиболее распространенный метод подкисления почвы при возделывании голубики — это, конечно же, применение серы. Естественно, нужно контролировать pH среды почвы с течением времени. Поливаем водой, которая имеет часто высокий уровень солей кальция, магния, что также может привести к повышению pH почвы. В то время как повторное использование подкисляющих удобрений его снижает. Присутствие органических мха, опилок, мульчи, из щепы, из коры также понижает pH почвы. Значит, первым делом надо процедить вот эту жижу, которую мы настояли, в баночку, отфильтровать. Вот так вот. Ага. Вот такая жидкость у нас вышла. Теперь вот эту жидкость надо через марлю, через вот такой вот бумажный фильтр все это процедить, отфильтровать. Для этого я возьму
баночку из-под сока, ставлю сюда бумажный фильтр и можно заливать. Вот потихонечку капает. Попробую через баточку еще. Через ваточку дело идет быстрее. Сейчас процедим. Потом второй раз. Да, точно, 6,5 pH. Цвет один в один. Получается, что у нас? Земля с опада из хвойного леса имеет 6,5 и требует подкисления серой. Вердикт, заключение, измерение тест-шкалой, агрохимик получен. Это самое главное, что мы получили результат. Пусть не тот, который хотелось бы, но что есть, то есть. Главное, чтобы почва была воздухопроницаемой, а подкисление почвы можно сделать серой и другими хорошими сульфатами, препаратами.